Добрый день! Начинаем наш итоговый брифинг за 2021 год. Сначала я хочу поделиться с вами анонсами мероприятий русских домов до конца декабря. 22 декабря Русский дом в Кишиневе проведет онлайн-лекцию «Путешествие по России». Руководитель Приднестровского центра Русского географического общества, кандидат географических наук Владимир Фоменко расскажет о традициях народов России, природных ресурсах страны, экономическом потенциале. Лекции будут проходить каждый месяц. Трансляция будет идти на странице Русского дома в Кишиневе на Facebook. 23 декабря в Русском доме в Белграде пройдет презентация книги «Кошари. Новый косовский бой». 12 историй рассказывают про крупнейшее сражение в современной сербской истории. 23 декабря Русский дом в Бресте проводит День короткометражного кино. Планируется показ 5 фильмов российских режиссеров. «Гильза» Динары Абдрашитовой, фильм «Друг» Андрея Светлова, «Не Иван» или «Как приручить богатыря» режиссер Денис Шаблей, «Невесомость» Ивана Соснина и «Уличное освещение» Владислава Иконникова. 24 декабря в Сюникском районе Армении Русский дом проведет среди участников программы «Здравствуй, Россия» дипломатическую игру «Интеграция». Победители поедут на экскурсию в Ереван, а также встретятся с послом России в Армении. 26 декабря Русский дом в Бишкеке проводит итоговую встречу представителей волонтерских организаций Киргизии. Участие примут Общественный фонд «Наследие Победы», Красный полумесяц Кыргызстана, Совет молодых российских соотечественников, активисты, оказывающие помощь ветеранам Великой Отечественной войны и другие. Немного забегая в год следующий. С 10 января Русский дом в Гюмри объявляет набор слушателей на курсы русского языка. Предлагается несколько программ. Для детей в возрасте от 5 до 10 лет, для детей в возрасте от 11 до 14 лет, для абитуриентов, поступающих в российские вузы, и для взрослых. Подробности в социальных сетях агентства и на странице Русского дома в Гюмри. А теперь о том, что было сделано за 2021 год и часть того, что планируется в следующем году. Итак, в 2021 году зарубежные представительства агентства получили новое название – «Русский дом». Это не просто смена вывески, меняется подход к работе. Русские дома становятся центром притяжения как для молодых соотечественников, проживающих за рубежом, так и для иностранцев, интересующихся современной Россией. В наших представительствах для них открыты курсы по русскому языку, тематические мастер-классы, лекции, выставки. В русских домах за рубежом появляются коворкинговые зоны. Студенты, общественные организации могут проводить свои мероприятия от презентаций круглых столов до прямых эфиров. Сейчас такие зоны есть у русских домов в Бейруте, Хадженте, Кишиневе, Улан-Баторе, Мадриде. Но, конечно, в дальнейшем охвачены будут и остальные зарубежные представительства. Кроме того, иностранцы и соотечественники, медиаконтент которых не противоречит миссии агентства, могут рассчитывать на наши информационные площадки, публикации или вещания в десятках стран мира. Мы также готовы поддерживать научные и культурные проекты соотечественников, а также иностранцев, интересующихся Россией. Наши дома открыты для проведения выставок, кинопоказов, лекций. А в 2022 году агентство при поддержке Общественного совета Россотрудничества планирует запустить систему микрогрантов, пока для стран ближнего зарубежья. Мы рассматриваем несколько направлений – наука, экология, сохранение исторической памяти. Миссия «Добро», Россотрудничество, Русская гуманитарная миссия и Ассоциация волонтерских центров запустили проект летом. Цель миссии – подготовка российских волонтеров для участия в гуманитарных акциях за рубежом. В частности, ликвидация последствий при чрезвычайных ситуациях, программы, связанные с экологией, образованием, культурой. В 2021 году волонтеры были направлены в Казахстан и Узбекистан. Миссия в Казахстане касалась
темы экологии и длилась 21 день. Волонтеры из Иркутска, Москвы, Крыма, Красноярска собрали 2 солнечных коллектора, которые обеспечат теплом несколько сельских домов. Провели экопросветительские уроки в школах по теме раздельного сбора отходов и переработки. Курс прошли 680 школьников. Оказывали помощь в приютах для животных. Узбекистан. Миссия длилась 14 дней. За это время волонтеры из Москвы, Хабаровского, Ставропольского, а также Краснодарского края провели для учеников с 1 по 8 классы занятия по русскому языку в 6 школах Узбекистана. А для преподавателей и русистов республики они провели 8 мастер-классов. Все волонтеры – школьные педагоги, методисты. Миссия «Добро» – один из флагманских проектов агентства. В 2022 году мы планируем расширить географию ее работы. Также в следующем году агентство будет уделять значительное внимание теме содействия международному развитию. Это важнейший механизм по продвижению российской гуманитарной политики в мире. Русские дома за рубежом будут предлагать проекты, реализация которых поможет социально-экономическому развитию страны, где ведется работа. Это касается таких областей, как наука, образование, здравоохранение. Наша цель – улучшить качество жизни людей, сформировать у них положительное восприятие современной России. Это поможет сократить и русофобские настроения в отдельно взятых странах, поскольку их всплеск на бытовом уровне зачастую связан с недостаточным образованием и ухудшением экономической ситуации. Идем дальше. Агентство продолжит участвовать в российских гуманитарных акциях за рубежом и, конечно, будет подробно информировать иностранную общественность о помощи, которую Россия оказывает. Очень важно, что в этом году мы смогли запустить своего рода франшизу. Русский дом за рубежом могут открыть соотечественники или партнерские организации, как российские, так и иностранные. И вот 30 ноября Русская гуманитарная миссия РГМ и Центр развития молодежных инициатив Республики открыли русский дом в Донецке. Одна из его главных задач – содействовать российской гуманитарной помощи Донбассу. Уже сейчас Общественный совет Россотрудничества принял решение оказать помощь одному из детских садов в Горловке. Садик посещает более 40 детей в возрасте до 7 лет. О работе на Украине. Весной по решению местных властей деятельность Русского дома была парализована. Тем не менее, при поддержке Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной 22 июня мы провели в Киеве памятную акцию. Все желающие могли написать на бумажных корабликах имена предков, в жизнь которых 80 лет назад ворвалась война. Затем эти кораблики были спущены на воду Днепра. В акции приняли участие сотни людей, без провокаций, а с искренним порывом. Для киевских властей это, конечно, печальный факт. Историческая память оказалась сильнее пропаганды. В преддверии Нового года на странице Русского дома в Киеве на Facebook мы провели в формате онлайн творческий вечер. Сергей Лукьяненко прочитал начало своего романа «7 дней до Мегида». Александр Цыпкин – рассказ «Окно». Сказка в прочтении Яна Осина. Стихи Владимира Вишневского и, конечно, каверы современных российских песен от Дениса Царева. Наше агентство по-прежнему открыто для украинцев, интересующихся современной Россией и ее возможностями. Еще один важный проект, который нам удалось реализовать в 2021 году. В Сюникской области Армении, а затем в Гюмри, Русский дом организовал для местной полиции бесплатные курсы русского языка. Также ведется работа со школьниками. В частности, был проведен цифровой урок для 5-8 классов в Гюмри. Идем дальше. 10 января в Таджикистане, в городе Турсун-Заде, был открыт первый в республике русский культурно-просветительский центр. Это стало возможно при содействии посольства России в Таджикистане, Душанбинской и Таджикистанской епархии Русской Православной Церкви, местных и российских предпринимателей и, конечно, Русского дома. В центре есть классы русского языка, литературы, музыки. Проводятся мастер-классы. А 13 сентября
В центре открылась творческая студия по моделированию одежды. Были поставлены новые швейные машины. Агентство продолжает совершенствовать программу «Новое поколение». Мы формируем группы зарубежных специалистов, которым предоставляется возможность познакомиться и наладить профессиональные контакты с российскими коллегами. Медики, журналисты, экологи, экономисты, молодые ученые гуманитарного профиля. Всего в 2021 году в Россию приехало 369 иностранных делегатов из более чем 54 стран мира, включая СНГ и Украину. Агентство поддерживает и партнерские программы. Например, научно-исследовательские стажировки для иностранных специалистов «Интерраша». Это проект фонда Горчакова, МГИМО при поддержке программы «Новое поколение». В течение месяца 5 молодых ученых из Армении, Грузии, Казахстана и Таджикистана работали над своими исследовательскими проектами под руководством ведущих научных сотрудников МГИМО. В дальнейшем их работы будут опубликованы в научных изданиях. Также мы поддерживаем мастер-классы «Спутник Про». Это международный проект «Мир России сегодня» для иностранных журналистов, медиа-менеджеров и сотрудников пресс-служб. Школа реальной журналистики от русских репортеров. В 2021 году занятия прошли в 6 странах: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В следующем году о секретах профессии узнают в Беларуси, Донбассе, Молдавии, а также в прибалтийских странах. Это далеко не весь перечень того, что было сделано за минувший год. Наши русские дома передают образовательным учреждениям учебники и художественную литературу, открывают классы русского языка, поддерживают волонтерские движения, проводят школы лидерства. Например, 18-19 декабря в Русском доме в Бейруте проходили мастер-классы «Лидер-2021». Наши дома объединяют соотечественников, повышают интерес к российской истории и культуре. По инициативе Русского дома в Бресте этим летом на фасаде 9-этажного дома появился мурал, посвященный герою Советского Союза Петру Гаврилову. А в Александрии при поддержке Русского дома открыли памятник Шолохову. Русские дома реагируют и на проявления международной несправедливости. 10 декабря Русский дом в Белграде наградил президента Балканского союза велоспорта Владимира Кували почетным знаком за дружбу и сотрудничество. Я напомню, Кували нарушил запрет Всемирного антидопингового агентства, включив гимн России в честь Марины Летаевой, победившей на чемпионате мира по велоспорту среди любителей. И все это только начало. У нас большие планы на следующий год. Я озвучила лишь их малую часть. Мы будем подробно вас информировать о работе агентства на нашем сайте и в социальных сетях. Ну и помните, в мягких лапах большая сила. Мы благодарим Василия Ложкина за такого замечательного медведя. Мы его все прозвали Мишу. Мы прощаемся с вами в этом году. Желаем вам хорошо встретить новый 2022 год. Желаем вам больших творческих и профессиональных достижений. Увидимся в следующем году.